Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 10-я серия города, в котором меня нет. Поздравляю вас. С чем? Моя настоящая жизнь, 88-й год. Кайо, Хироми и Наканиши Ая пропали, Видимо, после чего были до найдены мертвыми. флешпоинта. Я винил себя в том, что не спас. Плюс Юки погиб. Ну, то есть не погиб, а в тюрьму попал. Я пытался обо всем забыть. Но в моем сердце осталась пустота, которую невозможно было Там что, заново заполнить. все объясняют? Вы пережили много веселого и грустного, успехи и неудачи. Сегодня вы заканчиваете младшую школу, но наверняка тоже ощущаете пустоту. Так же, как и я. Тем не менее, заполнение этой пустоты и есть настоящая жизнь. Да-да-да. За Привет. новой потенциальной жертвой присматриваем. Кто вы? Я Фуджинума Она же в Сатору, другой пятиклассник школе. из Микото. Кабаяши Кинья. Сагита Хироми. Мы знакомы? Нет. Ты ведь Наканиши Ая? Слышал, ты хороший пианист. Да, играю неплохо. Мы встречались на уроках музыки? Нет, мы не знакомы. Слушай, а что ты читаешь? А, это? Шекспира. Король Лир? А сам только Ромео и Джульетту прочел. Родители настояли, чтобы я играла на пианино и читала Умная Шекспира. девчонка. Шекспира. О чем они говорят? О, точно. Может, поближе Они же за подойдем? ними. Я уже видела вас раньше. И это ведь вы постоянно пробираетесь в то здание за рекой. Да? Убежище. Отсюда вид как на ладони. Убежище? Вот малышня. Ты... Не говори так. Мальчишки вечно лазят по всяким местам, называя их базами или И чё? убежищами. Небось, еще и в супергероев играете. Я тоже так делал. Не смейся над супергероями. Сатору! Ладно, я пойду, пожалуй. Пока. Стоять! Казу? Что? А он Чего вообще- тебе? Убежище. Ну давай. Символ жажды О, приключений. господи, пафос. А-ля Джерая. Сама приходи, как будет время. И ты все поймешь. Толпа чудиков. Да. Этот выход был явно лишним. Малышня. Слишком перестарались. Вчера было весело, да? Все-таки они здесь. Что? Перчатки, потерянные мной 18 лет Да назад. ладно. Мы напрасно Он тратим лучше время. помнит. Так весело же. Сатору, Наканиши ведь скоро должна прийти в парк. И что? Знаю. Отсюда его хорошо видно. Ясно. Вчера я облажался. Как? Но как же с ней Да, подружиться? точно. Еще как. Она что, реально явилась? Была свободная минутка, вот и решила зайти. Все понятно. Вообще друзей нет. Ни одного. Добро пожаловать в наше убежище. Пока. До Ну, она завтра. вечно занята, видимо. А вот в книжке «Король Лир» был намек на то, что она... Опять с Аей встречаешься? Ага. Позже придем в убежище. О, как. Ладно, до встречи. Пока, учитель. Скорее, до свидания. Даже странно, что они так дружны. А, теперь не... Странно или нет? Это решает проблему Наканиши Ая. Да. Слушай, Сатору и Кенья, спасибо вам. За что еще? Думаю, избавлять людей от одиночества замечательно. Мне хорошо известно, каково быть одиноким. Ведь родители работают допоздна, а я сижу дома один. Я был очень рад, когда вы решили помочь не только мне, но и Кае Ну, вот Саи. тоже такой момент. Спасибо Одиночество в таком возрасте – это очень такой больной, на самом деле, процесс. Скорее идем в убежище, я устал ждать. Что? А где Казу? Пошел за Уже Аей. Зай ухлестнул. Зачем? Ну, короче, сейчас уже не Сатору. Зачем? Она же знает, где наше убежище. Знает, но... Ладно, пойдем. Ну, у них типа эти... Ага. До Типа детская близкая дружба.
О, посмотрите, какая угрюмая. Догоняйте! Да погоди ты! Подождите меня! Мгм. Верно. Наканиши Ая, Сугита Хироми и Хиназуки Кайо. В прошлый раз он убил их, но теперь они не станут его жертвами. Но раз зацепок больше нет, как нам его искать? Вот, теперь он похож на девочку. Правда К здорово? слову, а разве Сатору. тот не станет? Выходит, играм в детективов конец? Нет, это еще не конец. Дома. В 2006-м Савада сказал, что мама узнала, кто убийца. Так. Думаю, им был тот, кого она знала в 88-м. На ситуацию с леденцами учителя не похоже, но без цели убийца наверняка начнет искать новые жертвы. Подойди. Ну, посмотрите, какая угрюмая, а. Девчонка, хотящая внимания. И с Что ж, ней мы никто пойдем не на дружит. хоккейный матч. Хамада тоже играет? Конечно. Круто! Тогда пожелайте ему удачи. Ага. Пока. У меня вопрос. Неужели тот убийца Прости за сейчас не задержку. найдет другого? Заметил, что в Ребенка. последнее время я Нагихара совсем одна. Мисато? Она мало с кем общается после той истории с деньгами на обеды. Во-во-во. Понятно. Надо поговорить с ней в Не понедельник. поговорить, а вообще-то присмотреть. Именно такие цели очень легкие. 15 марта. Приятного! Че, кушать захотелось? Не, мать у него зачетнее зачетного просто. Сегодня могу задержаться. Хорошо. Только позвони и предупреди, когда будешь. Ага, я ушел. Сатору Счастливо, Сатору все-таки Сатору. должен помнить, что он может быть и со взрослыми До свидания. мозгами, Мы но... поедем с учителем. Правда? А сами знаете, кто пусть пешком топает. Классная идея. Как же с ней Обидненько. поговорить? Едем. Ну, обидненько, потому что нельзя было так себя вести, как она повела себя. Автобус. Нельзя было так себя вести. Вот теперь вот получает последствия. Я беда одно, а те, кто Сатору. подстраивают, Слышал, теперь у нас Мисато одиноко. да слышал. Да, но... И поэтому надо быть Думаю, она поехала в спортзал на Вакаба. чеку. Правда? Учитель Яша рассказал, что попросила ее поболеть за Хамаду. Точно, на прошлой игре она тоже была одна. Спасибо. Сходить с тобой. Да. Нет, в этот раз я сам. Просто посмотрю. Ладно. Раз дело не закрыто, завтра с тебя полный отчет. Конечно. Если что, приходи в убежище. Ага. Пока. До завтра. Пока. До скорого. Пока. Ох, я чувствую, что-то плохое произойдет. Всегда вот так прощается. Да уж. Будто мы завтра не увидимся. Об этом красиво сказано. Здесь Будто мы холоднее, чем завтра на увидимся. улице. Представляете, в один прекрасный момент. Хамада! Вперед, Койти! Отстань, уродина! Смотри молча! Что хотим, то и говорим. Коичи, следи за языком, а то без обеда оставлю. За что, блин? Я все равно топлю за этого препода. Кто еще? Вот она. Совсем одна. Ладно, разогрейтесь пока. Хорошо. Как бы то ни было, убийца лишился сразу двух целей. 3. Устроит ли его одна? Да по-любому. Слушай, я пошел бы за ней. Туалет. Молодец. Начало через 5 минут. Хорошо. Сколько? Что-то она долго. Она что, улепетала? За леденцом выходил. Что случилось? Игра скоро начнется. Почему ты здесь? Думай. Я... Это хотел с Мисато поговорить. С Мисато? Странно. Мисато вышла на улицу? Да. Игра еще не началась.
Продукты Ширатори. Что? Машина семьи Юки. Учитель, мне нужно кое-что проверить. Поможете? Если это правда, случится преступление. Мы называем это игрой в И он, детективов. правда, Представляем, помог что в городе орудует 10-летнему преступник. ребенку? Находим одиноких девочек, общаемся и становимся с ними друзьями. Таким образом, мы снижаем вероятность их похищения. Ясно. Пусть это игра, но метод неплох. Спасибо, учитель. Сатору, пристегнись. Нет, я реально топлю за... Что? Что-то застревает в последнее время. Вот так. Эй, куда поехал? Значит, ты заметил, что в последнее время Мисата одинока? Нет, об этом мне сказал Хироми. Даже так. Я все равно уважаю Все, твое вот такой упорство. кадр, это намек на то, что это реально Правда? гнида. Признаться, Медленный. я оправдывал себя тем, что мне сложно с ней поговорить, в итоге Перчатки. Мисата стала приманкой. Это вот этот кадр такой медленный, Приманкой. намек на него. Говоришь на полном серьезе? Он его сейчас увозит. Выходит, такой дружелюбный ты в последнее Он его время убить хочет. не просто По-любому. так. Да. Хочу заполнить пустоту в сердцах. В собственном и других людей. Да уж. Черт. Я сказал фразу «Яшера». Мы похожи, Сатору. Хрена. В этом и заключается моя жизненная философия. Я хотел сказать это на выпускном с тех пор, как стал руководителем вашего класса. Похоже, ты жалеешь о том, что сделал Мисата приманкой. Но не должен стыдиться или винить себя в этом. И снова откровенности такие, это Суть ненормально. плохих и хороших поступков одинакова. Все они являются способом избавиться от собственных изъянов. Весьма рискованное заявление. Дабы сблизиться с одним человеком, я прибегал к различным методам. Говорил прямо, устраивал сюрпризы. Даже делал то, что можно считать незаконным. Было очень весело. Вы о девушке? Это и правда можно спутать с романтическими отношениями. Маньяк. Ведь заполнение пустоты в сердце и есть поиск любви. Ну все. Хотите леденец? Нету больше леденца, да? Спасибо, Сатору. Но леденцов там нет. Больше, да? Все-таки это не моя машина. Кстати, ты об этом не подумал, что это не его машина? Да. Так, сейчас одну секунду. Так, мораль всей басни такова. Не садитесь даже к преподам в машину. Не садитесь. Вот, пожалуйста. Прошу. С первых же серий было понятно, что это маньячеллы. Никто, никакой из учителей в здравом уме не будет так общаться с детьми. Это, между прочим, очень логично. Очень логично. Ну, так открываться, так входить в игровую тематику детей, ну, никто не будет. Этот гнида просто не ожидал, что у Сатору все это получится, и поэтому он с ним просто так разоткровенничался. Ну, кто же ожидал, что Сатору реально это все сделает? Он вот сейчас понял один непреложный факт. То, что Сатору ему сейчас все рассказал, тот понял, что Сатору ему реально мешает. И тот решил от него избавиться. При этом совместить приятное с полезным. Козел. Всегда надо быть начеку. Вот родителям особенно. Надо быть начеку. Даже в школе. Это очень хорошее аниме, потому что он раскрывает очень такую, скажем, непростую тему. Тема эта очень глубока. Дети остаются без присмотра родителей в школе. И Бог знает, что может случиться. Даже в школе. Вот, пожалуйста. Я не говорю сейчас о том, что там все учителя и так далее. Нет. Но бывает всякое. Здесь показано, это аниме полностью посвящено детскому насилию. Последствиям детского насилия. И о том, что с детьми может случиться. Это имеется в виду.
попасть в руки маньяка. Стать предметом травли одноклассников. Просто остаться незамеченным и провести все свое детство полностью в одиночестве. Снова же физическое насилие со стороны родителей. Здесь за очень короткий промежуток, за 10 серий, показали очень много. Это аниме посвящено конкретно вот этой тематике. Искалеченным душам. С детства. Но я имею в виду в реальной жизни. Это очень сильное, скажем так, повествование обо всем этом. Нужно обязательно быть внимательным. Ну, пока что все. Дальше. Эпизод 10. Радость. Эпизод 10. Радость. В каком смысле не ваша, учитель? Что-то пока не пахнет радостью. Счастливейший в жизни момент. Не замечал, что каждый раз он меняется? Мой последний счастливый момент случится сегодня. В жизни нет ничего лучше, чем заполнить пустоту в своем сердце. Последний? Радость, когда обретаешь то, что так долго искал. Чувак. И чем труднее добиться цели, тем больше радость от обретения Чувак, желаемого. выпрыгивай из машины. Не понимаю. О чем он? Выпрыгивай из машины. Слабительное? Сатору, кое в чем ты мне соврал. Слабительно? Ты сказал, что лишь представлял наличие похитителя, но на деле знаешь о его существовании и мешаешь ему. Сперва это казалось мне невозможным. Я не верил в это. Вернее, не хотел верить. Выпрыгивай из тачки. Верить в то, что кто-то может предвидеть мои действия. Заметьте, теплый свет сменился холодным светом. Не волнуйся. В той машине Мисато нет. В ней только водитель, отец Ширатори Джуна. Я понятия не имела о происходящем, пока не увидела, что ты ходишь за Наканиши Айей. В тот день, когда подвез вас, я как раз хотел ею заняться. Правда, смешно вышло. Ты пытаешься помешать мне поймать добычу, а я на полном серьезе объясняю, как это сделать. Тогда ты во второй раз сорвал мои планы. Тогда я и засомневался в том, что это совпадение. Поэтому полицию так и не С Мисато вызвал. никто не общался, поэтому я уговорил ее пойти на игру и рассказал об этом Хироми. Сатору, твой приход на игру развеял мои сомнения Он проверил. в том, что ты мой враг. Он просто проверил. Не верю. Я выждал подходящий момент и дал Мисато напиток со слабительным. А до этого заказал обед у Ширатори. Не может быть. Это ложь! Все, сломал. Как и думал, все кусочки пазлов стали Даже на свои места. 29-летний парень. Теперь ты это знаешь, отдельный момент. кто я на самом деле. Кстати, эту машину я взял перед отъездом. Я выбираю машину нестандартным образом. А как? В городе я имею несколько машин одной модели и цвета, чтобы при необходимости сменить одну на другую. И при этом никто Хотя не заметил. раньше этого не требовалось. Какой же я Да, дурак. дебил, идиот. Все было А очевидно. ты там что делаешь? Теперь Кайо будет в порядке. Я просто не хотел признать это. Имя Яшера было среди подозреваемых Савады. Но кроме его имени было и имя моей матери, поэтому я просто не обратил на это внимания. Я настолько доверяю Яшера, что даже не подумал в нем усомниться. И снова же последствия асоциальности. Убийца сидит рядом со мной. Да, Яшер. хреново. И снова же советую выпрыгивать из тачки. Хотя он просто тормознет и его подберет. Так что уже нет смысла, он уже далеко очень уехал. Нужно драться. Ну как он сейчас будет драться? Ему 29 лет, но это по мозгам. Да. Снег пошел. И чё? Нет, не получится. Даже не пытайся.
Да, Игра окончена. Для нас обоих. хреново. И они его фиг найдут. Мне кажется, сейчас он его попытается убить. Сатору, мне все еще не верится. Ты и правда предвидел мои планы, полностью И снова разрушив. попадет в будущее. Признаться, я поражен, что тебе это удалось. Не ожидал, да? Ты словно способен предсказывать будущее. Ну, типа. Он из будущего. Не хочу обижать, так что скажу это. Ты сорвал мои планы, но то, что я намерен сделать, не ради мести. Поверь, я правда уважаю тебя. О, как. Мячик. Так что считай это компенсацией за то, что я не смог исполнить свои мечты. Вы же сказали, что это конец для нас обоих. Сатору, ты добился мира в этом городе. Разве не этого ты хотел? И чё? Я же, в свою очередь, получу тебя, убитого мною. А мячик тут при чем? Яшира, я не умру, пока не увижу мертвым тебя. О, красиво Это сказано. называется хотеть слишком много. Это называется хотеть. Ах ты козел! Яшира! Мерзавец! Чтоб ты сдох! Ау, да, это хреново. Черт! Черт! Теперь пора покинуть этот город. Они подозрительны, что там... Яшира! Я знаю твое будущее! Интересно. Черт! Холодно. Держись. Никак. Черт! Он его вытащит или не вытащит, интересно. Все? Не чувствую. Все. Черт. Конец. Сейчас он вернется, мне кажется, в будущее, по-любому. И оттуда уже начнет действовать. Мама, Что случилось, Сатору? посмотрев вверх, я увидел ее И глаза. что? Ребята. Понятно. Сатору! Предсмертный. Спасибо тебе. Предсмертный Сатору. момент. Предсмертный. Кайо. Все. Айри. Вся жизнь пролетела перед глазами, но не та, которую он прожил, а та, которую он познал за вот этот очень короткий срок. И я, кстати, понял, почему он ошибся. Почему он так и не обратил на того внимания. Дело в том, что у него не было достаточно взрослого опыта разобраться в ситуации. Я в одном из предыдущих выпусков говорил, что он очень асоциален. Что он неразговорчив, что он неприветлив, что он, ну скажем так, не часть социума. В связи с этим у него он, скажем так, разговорного, общительного опыта не набрал такого, чтобы полностью просечь ситуацию. Он не понимал, что подобные разговоры с маленьким ребенком, вот как его учитель с ним разговаривал, это ненормально. Он не обратил внимания на его дружелюбие, на излишнее дружелюбие, на его обсуждение с ним разных вещей. Были разные подсказки, которые, к сожалению, он не заметил. Господи, столько леденцов, например. Это ненормально. Ну и вот в итоге все это вылилось в то, что он вот у себя под носом проскакал. У себя под носом, вот как это говорится, он за деревьями леса не увидел. Он просто знал, что надо делать, чтобы спасти этих людей, но он так и не понял, как вычислить убийцу. Убийца, он должен был осознавать, что он очень-очень рядом и выбирает жертв очень выборочно. Он просто поменял одну цель на другую, потому что те были слишком много на виду, это было много детей. Всех вместе он физически бы не уловил бы, так что это было очень опасно. И
Глупо бы ими заниматься. А вот появилась маленькая девочка, с которой никто не общается больше, и все, хрясь, и все, понятно. Ну вот видите, что вот случилось. Тот понял, что Сатору один раз помешал, второй раз, ну один раз совпадение, второй раз тоже. Когда он понял, что с Хинадзуки нечего ловить, он решил и социальную службу подключить, чтобы с себя полностью снять, ну просто всяческие подозрения. Но полицию он не вызвал. Вот тут я уже окончательно убедился. Да уж, ну мне кажется, сейчас Сатору попадет назад в будущее и по новой сейчас что-то начнет действовать. Это была 10-я серия «Города, в котором меня нет». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 11-й серии. Удачи!